Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы поговорим о разных видах узлов, которые доступны на нашем контуре, где находится стартовая точка и экстремум. В FontLab используется несколько основных типов узлов. Давайте откроем букву D и посмотрим на их примеры. Первый, который нам попадается, это угловой узел. Он отображается в виде такого красного квадрата и говорит нам о том, что отрезки по обе стороны от этого узла независимы друг от друга. Они могут быть под разным углом и в целом не влияют особо на другие такие же отрезки. Вот. Если мы включим View, Measurement и Corner Angles, то мы увидим отображение в градусах. Допустим, сейчас мы ничего не видим, потому что угол здесь 90 градусов. Но если мы сдвинем его в сторону, то мы увидим, что здесь, допустим, 87 градусов. Это очень удобно, если вам нужно сделать какой-то контур с определенным углом и повторить его в других местах. То есть, если я сделаю это вот здесь, то точно так же я смогу в идеале поймать вот это значение, если вдруг это нам требуется. Следующий вид узлов – это гладкий узел. На самом контуре он у нас отображен в виде зеленого круга. Это своего рода качели, с двух сторон которого находятся рукоятки. Они же хендлы, они же усы, так называемые. Здесь изменение одного такого хендла влияет прямо противоположно на другую сторону. То есть, если я его возьму и с зажатым шифтом немножко сдвину в сторону, то с противоположной стороны он у нас повернется. То есть, он не может остаться на одном и том же месте, потому что в данном случае это взаимосвязанные штуки. Вот. И если я сейчас ее выровняю, то все будет как и до этого было. То есть, если я включу отображение инструмента кривизны, то я вижу, что здесь вот такая плавная оранжевая идет линия. Это говорит нам о том, что соединение между этими секторами, оно достаточно плавное. При этом длина вот этого хендла и длина вот этого хендла не должны быть одинаковы. Точнее, не всегда они могут быть одинаковы. Я могу, например, его сократить, и гладкость в целом, она на самом деле сохранится. Просто она будет немножко ступенчатая, что не очень хорошо, и такие вещи желательно как-то компенсировать. Но тем не менее, она сохраняется, и если я начну двигать этот хендл, это повлияет на противоположный. И при этом у нас здесь немножко выровняется вот эта ступенчатая часть, но FontLab порекомендует нам создать еще один узел, так называемый экстремум, чтобы крайние все точки нашего контура всегда имели какой-то узел. Об этом мы, в принципе, наверное, уже говорили и будем говорить не один раз. Ну, в общем, в данном случае здесь я могу создать экстремум, но делать этого не буду, поэтому верну все обратно, как есть. То есть такие вот гладкие узлы, они нужны для создания овальных частей букв. И третий основной тип узлов – это у нас тангенциальный узел. Он выглядит как фиолетовая стрелка, либо фиолетовый треугольник. И его принципиальное отличие в том, что с одной стороны он имеет кривую без рукояток, а с другой, наоборот, рукоятка есть. То есть это такая комбинация двух предыдущих видов узлов. В чем их удобство и такое, скажем так, отличие? Если, допустим, я буду использовать вот этот узел и как-то его передвигать, у меня будет сохраняться плавность вот этого перехода между прямой без каких-либо рукояток в зону, где рукоятки есть. Как это нам может пригодиться? Если, допустим, я хочу сохранить вот эту плавность и, допустим, переключу режим на обычный, то есть вот сейчас я хочу сохранить вот этот переход, но при этом хочу его немножко опустить. Что будет, если я его буду опускать? Будет вот такой надлом. То есть мы видим, что этот треугольный, квадратный, точнее, узел сохранил вот эту непрерывность и такую прямоту вот этого сегмента и гладкость вот этого сегмента, что не очень хорошо, потому что оно выглядит так себе. В таких случаях очень помогает тангенциальный узел. Мы переключаем на его гладкий режим, и когда с одной стороны он у нас вот такой прямой, если я сейчас буду его опускать, вы увидите, что плавность в целом сохраняется. То есть, комбинируя между собой три разных вида таких узлов, можно получать очень хорошие результаты. Так, что еще с этим можно сделать? Если я, допустим, зажму Alt и включу и кликну по вот этому прямому отрезку, у меня добавятся усы здесь, тип поменяется на гладкий с двух сторон, это уже взаимосвязанные такие качельки. Вот. И FontLab также мне скажет, что вот здесь эти усы просто-напросто не нужны. Но я могу их удалить, просто выбираю любой из этих усов, удаляю его, и все, у меня опять поменялось.
двойной клик по такому узлу превращает его в другой тип. То есть это либо вот такой угловой, либо тангенциальный. И если, допустим, вот здесь будут у меня усы, я могу 2 раза кликнуть, тогда он превратится у меня в угловой, тангенциальный, с зажатым альтом, он опять превращается в гладкий. То есть мы можем переключать типы вот этих отрезков также с зажатым альтом. Также переключение типов этих узлов можно сделать через выпадающее меню и через верхнюю панель свойств. Допустим, я выбираю узел, и здесь у меня есть возможность включить его гладкость. Я включаю, и теперь он у меня тангенциальный. Если, допустим, вот здесь у меня есть кривая, и с этой стороны есть кривая, или даже вот возьмем вот этот пример, я могу отключить его гладкость, и он превратится в обычный угловой. Теперь, если я буду двигать вот эти усы, то они никак не будут влиять на качели, грубо говоря, с другой стороны. Если, допустим, я оставлю вот так, но включу гладкость, то он немножко видоизменится, чтобы сохранить вот эту непрерывную плавную линию, скажем так. Вот. То же самое можно делать через верхнее меню. Я выделил узел, либо выделил несколько узлов, и теперь я могу включить, либо выключить гладкость. Также я могу превратить все эти узлы в угловые. То есть вот так можно, видите, они меняют свои типы, переключаться. Вот. Ну и самый простой вариант, наверное, это двойной клик. Вот я делаю двойной клик по этому угловому, и он добавляет мне усы. А раз он добавил усы, то кривая у нас немножко видоизменяется, добавляются новые какие-то точки, точнее рекомендуется добавить их. Вот. В общем, таким образом можно переключать между 3 основными типами узлов и использовать их в разных условиях. Если вы не видите отображение цвета, то, скорее всего, у вас что-то отключено в настройках. Поэтому давайте перейдем в настройки, Edit Preferences, и во вкладке Glyph Window настроим отображение наших узлов. То есть, в первую очередь, на что мы можем обратить внимание, это на размер нот. Мы можем выставить самые большие, если вдруг вам это требуется, либо совсем маленькие. Я использую среднее значение, меня это устраивает. Дальше мы можем выбрать стиль. Первый вариант позволяет нам выставить разную насыщенность вот этих узлов. При выделении они у них появляется цвет. Вот я выставлю максимальное значение. Второй вариант окрашивает полностью цвета только на экстремах и на угловых значениях. Вот. А третий вариант полностью их окрашивает вот в такой залитый цвет. Меня устраивает средний вариант, более чем достаточно. Дальше. Стиль. Вот тут как раз таки у нас и отображается формат этих нот. То есть мы сейчас видим, что они цветные. Вот этот вариант, я так понимаю, что он тут дает у нас? Особо, ну вот здесь они либо насыщенные, либо чуть-чуть слабой насыщенности. Ну и, соответственно, вот этот вариант, это у нас черно-белый режим. Я этим не пользуюсь, потому что по цвету очень легко ориентироваться, что за тип узла. Вот, поэтому выставляю то, что было до этого, и вот здесь можно посмотреть, как себя поведут неактивные, то есть не выбранные узлы. Выберем вот этот вариант, я включу, ничего не поменялось. Ничего не поменялось, потому что у меня вот здесь включено отображение всех нот, вне зависимости от предыдущей настройки. Если я его выключу, вот теперь уже я вижу узлы только когда мой курсор приближается к ним. И, соответственно, если я их выделю, то тоже они у меня отображаются, остальные не отображаются. Если я начинаю выделять, отображаются все. Поэтому у меня обычно эта настройка включена, а сам внешний вид узлов выглядит примерно так. Достаточно удобно, но вы можете поэкспериментировать и принять для себя, так сказать, решение, как это будет работать в вашем случае. Следует также отметить, что у каждого закрытого контура есть узел, с которого начинается отсчет. Если мы посмотрим на букву D, то мы увидим вот такие синие квадраты. Это стартовый контур. Если, допустим, мы хотим изменить его тип, допустим, я хочу, чтобы стартовым узлом у меня был вот этот, я его выделяю, теперь у меня синий треугольник. Могу выбрать вот этот гладкий узел, и теперь он синего цвета тоже является стартовым. В шрифте, в котором отдано начертание, это в целом не особо важно, где он находится, потому что при экспорте он все равно потом, скорее всего, переназначится. А когда мы делаем вариативный шрифт, нам нужно, чтобы эти стартовые узлы были в одном и том же месте во всех слоях, потому что когда будет происходить интерполяция от, скажем так, обычного тонкого начертания к жирному, и между ними будет происходить вариативная интерполяция, если узлы в одной букве будут в одном месте стартовые, а в другом другие, то
расчет каждого узла будет в разных местах. Поэтому в интерполяции в среднем значении они будут просто переворачиваться, деформировать контур. Поэтому если у вас в вариативности что-то идет не так, вы видите, что контур у вас как-то вот крутится, вертится, то это, скорее всего, одна из причин, это то, что у вас неправильно выбран стартовый узел, который у нас выглядит как синий узел любого из 3 типов. Черная стрелка, выходящая из синего узла, говорит нам о том, в каком направлении движется контур. Если мы посмотрим сюда, то мы увидим, что в этом закрытом контуре заливается черным все, что внутри. Если мы посмотрим на эту черную стрелку, мы увидим, что заливается, он у нас в противоположную сторону смотрит, поэтому заливается все, что вокруг него. А в данном случае это снова вот эта область, которая внутри предыдущего большого контура. Если я поменяю направление этой стрелки, то есть разверну в обратную сторону заливку этого контура, то теперь у нас 2 черные области сольются вместе, и мы увидим, что D потеряла свой вырез внутри. Поэтому возвращаем все как обратно и, в общем, комбинируя таким образом эти режимы наложения и направления контура, мы можем добиваться разных эффектов, когда рисуем букву. Иногда вокруг узла мы можем увидеть красный ромбик. Красный ромбик говорит обычно об ошибке, но на самом деле это не всегда так. Если я, допустим, возьму вот этот узел, выделю его, выберу Edit и дублировать, то мы увидим в первую очередь, так сказать, подсказку от фонта аудита о том, что здесь у нас ошибка. Кликну на нее, он говорит, что эта линия, этот отрезок, скажем так, пустой, то есть 2 узла между собой не имеют никакого расстояния, поэтому его нужно удалить. Это не всегда нужно, поэтому я сейчас просто отключу фонт аудит, чтобы он мне не мешал. И вот теперь я вижу, что вокруг этого узла, который на самом деле еще и более красный, то есть тоже бросается в глаза, находится красный ромбик. Если я выделю его и нажму вправо, то мы увидим, что он вот как бы не влияет на положение предыдущего. Как это может быть нам полезно? Я вот такие штуки стараюсь оставлять, поэтому я снова включу фонд аудит и эту ошибку просто отключу вообще. То есть, чтобы он никогда больше меня не предупреждал о такой ошибке. Даже так сделаем. Я сейчас открою шрифт Rare, который я рисовал. Если мы посмотрим на мою букву О, мы увидим, что здесь куча таких ошибок. И здесь везде у меня двойные узлы. Поэтому я сейчас жму Ignore, чтобы он больше меня никогда не предупреждал о такой ошибке. И теперь мы видим, что здесь у нас короткие вот такие промежутки в виде 2 юнитов. Поэтому что я сейчас сделаю? Я просто их выделю, совмещу, чтобы они у меня теперь действительно вот были друг на друге. Вот так. Вот так. И снова фонд аудит. Теперь он ругается на вообще в принципе пустую. Вот, теперь мы видим, что здесь у нас такие красные ромбики. Как это нам помогает? Вот конкретно здесь это помогает вот так. По сути, они особо не влияют на вот эту вот плавность этой кривой. Но если мы посмотрим сюда, даже так, вот смотрите, здесь у меня один узел соединяет вот эти 2 полуовала. Если мы посмотрим сюда, то у меня вот здесь есть отрезок прямой без узлов. То есть по факту между вот этим и вот этим узлом у меня не один узел, а целых 2. Поэтому наличие вот таких двойных узлов позволяет нам работать с вариативностью. Я переключаюсь в режим в отображение инстансов с рабочей вариативностью. Теперь я могу изменять, видите, я могу изменять положение этих узлов. В этом видео у меня сейчас сверху они разъезжаются, а вот в этом узком начертании разъезжаются боковые. То есть, комбинируя несколько таких дубликатов, мы можем добиваться разных эффектов. Что будет, если я, допустим, уберу это? Вот возвращаемся сюда, я включу Edit, Match Edits. Таким образом, у меня будут дублироваться все изменения на всех слоях вариативности. Вот я выбираю один из них, удаляю, и вариативность у меня не поломалась. Вот здесь я тоже это делаю, удаляю, и вариативность у меня снова не поломалась. Вот эти оставлю, а вот эти удалю. Перехожу снова, можно даже вот сюда. Вот, посмотрите, он сместил вот эти узлы, потому что ему неоткуда их брать. Перехожу сюда, и теперь я попробую сдвинуть вот эти узлы и посмотрим, на что это влияет. То есть здесь особой проблемы нет, но так как там я удалил, у меня, видите, как ломается вот эта плавность с правой части. Слева все хорошо, справа все плохо. Поэтому
Такие двойные узлы — это не ошибка, иногда это очень полезно, и в сложных вариативных шрифтах это то, что помогает нам сохранить целостность вот этой фигуры, допустим, буквы О, на которой мы работали. Но еще один дополнительный вид узла — это экстремум. Экстремум — это на самом деле обычный узел, он точно такой же, как и все, но он нужен для кривых отрезков. То есть если мы, допустим, сдвинем вот эти качели, то FontLab предложит нам здесь добавить экстремум. Я его добавляю, и мы видим, что это такой же обычный гладкий узел. То есть такого рода узлы нам нужны на каждом отрезке кривой, для того, чтобы когда в мелком размере текста на пиксельном экране у нас отображался шрифт, мы могли различить между собой буквы. То есть это не нужно на печати, это не нужно в большом размере, в целом не обязательно это делать, но по правилам, скажем так, шрифтового этикета в шрифте всегда должны быть экстремумы. Именно поэтому FontLab, когда видит, что у нас его нет, он предлагает добавить здесь просто обычный узел, то есть он видит, что у нас два уса не создают такую непрерывную. Если мы их вот так сместим, то вот здесь посередине нужно добавить точку. Я ее здесь добавляю, и тут тоже мне каждый раз FontLab подсказывает, что здесь у нас есть перегиб, и он предлагает добавить два экстремума. Один здесь, это крайняя правая точка, и один вот здесь, потому что кривая немножко приподнимается. Если мы приблизим, то мы почти даже этого не заметим, но в принципе видно, что вот у нас линия идет прямая, а экстремум он предлагает поставить, потому что кривая чуть-чуть выше находится. То есть надо взять за правило, что с каждой из 4 сторон каждого контура овального в квадратных вот с такими экстремум не нужен. Вот, в каждой кривой вот такой нужно добавить по одному экстремуму, то есть крайней узловой точке, и тогда у нас при мелком размере шрифт будет отображаться как надо. И каждый символ будет читаемый, а самое главное, мы сможем применить к нему хинтинг, чтобы еще сделать более читаемым наш шрифт. Об этом поговорим значительно позже. Если вы этого не видите, то, возможно, у вас первый отключен фонд аудит, я его уже отключал. То есть теперь мне он никакие ошибки не подсказывает исправить, поэтому всегда старайтесь его держать включенным. Либо у вас они отключены в самой настройке, возможно, вы случайно их отрубили. То есть я могу либо нажать фикс всех этих узлов, он мне добавит их, я сейчас снова его сделаю. Либо я могу случайно нажать Ignore, и теперь он мне уже не предлагает добавить экстремум. Пересечение он мне предлагает добавить, потому что немножко другая ошибка. В общем, экстремум мне нужно вернуть. Это очень важно, чтобы я его видел. Поэтому мы заходим в настройки, вкладка фонд аудит, где-то здесь она, вот она. И вот она, этот чекбокс нам нужно отметить. Теперь, если я его включу, он мне снова предлагает обратить внимание на эту ошибку. Поэтому старайтесь не игнорировать такого рода вещи. Это достаточно полезно и нужно для грамотного отображения нашего шрифта. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.